Друзья, всем привет! Пока у китайцев новогодние праздники, пока они особо ничем там не занимаются, мы с вами продолжаем занимать эту паузу интересным контентом. А в частности, опять возвращаемся к вопросу, почему мне не пришла новая HyperOS 2 Global, хотя она для моего смартфона доступна. И в этом видеоролике с вами рассмотрим актуальные методы получения нового обновления. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Вы в комментариях очень часто пишете, почему на мое устройство еще нет HyperOS 2 Global, почему его не обновляют, да и вообще в принципе, почему разработчики с таким отношением подходят к нам. Тут есть множество объяснений, я в этом видеоролике не буду этот момент затрагивать, а лишь скажу следующее. Что из того списка смартфонов, которые разработчики выкатывали еще в ноябре месяце прошлого года, не все аппараты получили это долгожданное обновление. Да, на примере Xiaomi 14 вы можете заметить, что HyperOS 2 Global на него доступна, и уже это, по-моему, третья по счету прошивка, которая, возможно для установки на это устройство. Но опять же, хоть я был тестером, не без всяких приколов я эту всю тему мог провернуть. Во-первых, кто может на сегодняшний день поставить прошивку? Это тестеры, и это если прошивка у нас пошла в публичную рассылку. Если вы тестер, это не гарантия того, что вам обновление пройдет по воздуху, то есть вы зайдете в настройки о телефоне, нажмете на обновление системы, и тут увидите там доступное какое-то обновление. Хотя вот мы еще с вами придем к такой теме, как Poco F6, и там я тоже являюсь тестером, прошивка там как бы то уже доступна для тестеров, но мне по факту ничего не пришло. Так вот, если вы тестер, вам прошивка не приходит, и вы уверены, что для вашего индекса прошивка доступна. И, кстати говоря, еще я замечал в комментариях, что вы не знаете, что такое индекс прошивки, ведь я об этом часто говорю, а вот не все понимают вообще в принципе, о чем речь. И потому в описании, в первом закрепленном комментарии я оставлю ссылку на такой большой развернутый пост в моем телеграм-канале, где все эти моменты и нюансы расписаны касательно индекса. Так вот, вы должны быть уверены, что для вашего индекса прошивка доступна. Если же через стандартный метод у вас ничего не получается, далее вы что делаете? Заходите в расширенные настройки, после чего регион, и далее тут выбираете, допустим, Марокко. Ведь это самый ходовой регион, на который нынче приходит обновление. Я видел некоторые комментарии, которые пишут, что вот это все скам, это кликбейт, что от региона ничего нынче не зависит. Ну, скажем так, до недавнего времени это было именно так. Но с какого-то момента разработчики решили именно регионально рассылать эти прошивки. И то есть пока там в каком-то регионе люди не поставят, для другого региона, соответственно, слот для обновления доступен не будет. Да, как бы есть такой момент и нюанс, но опять же мы с вами что имеем, от того и отталкиваемся. Когда вы поменяли регион, допустим, Марокко, Индия, Малайзия, Великобритания, Польша, Украина, ну и это самые такие ходовые регионы, на которые прошивка приходит, вы далее выходите обратно в главные настройки, заходите в о телефоне, обновление системы и проверяете наличие обновления. Это был первый момент, если вы тестер. Второй момент, если прошивка доступна публично. И опять же, вы уверены, что на ваше устройство она доступна, вы уверены, что для вашего индекса она есть, и опять же, обновления нет. И все так же вы это проворачиваете с помощью замены региона. Но если вам вся эта тема, опять же, не помогает, если, опять же, вы тестер, или же там публичная прошивка, и вам как бы-то хочется поставить новое обновление, но вы знаете, опять же, 100%, что прошивка есть, и вы ее даже скачали. Либо же там в телеграм-каналах, либо же вы это могли скачать, допустим, с сайта mioiroom.org. Кстати, я на него оставлю ссылку, чтобы вы также имели представление, откуда в целом брать все эти обновления. И так вот, что вы делаете дальше? Вы заходите в обновление системы, далее долго нажимаете на HyperOS до того момента, пока у вас не выйдет информация, что дополнительные функции активированы. Далее вверху нажимаете на 3 точки, выбрать файл прошивки, и после чего находите ваш скачанный файл. В моем случае это полная прошивка 2.8.0, на которую я сейчас нажал, и после чего происходит получение данных. Итак вот, этот метод может вам помочь только в том случае, если прошивка 100% пошла в публичную рассылку. Если вы тестер и как бы есть там некоторые вопросы, нюансы, то вы не сможете таким способом перейти на это обновление. И вот смотрите, система будет обновлена до версии 2.8.0 Global. Соответственно, 15 Android, индекс прошивки Global Stable. Получается, вот такие интересные у нас нюансы по всем этим обновлениям. Но есть еще и третий метод, который, возможно, кого-то заинтересует. Если вы не тестер, если там публичной рассылки нет, но обновления есть только для тестеров, то вы все это сможете провернуть с помощью метода подмены файлов. Он на сегодняшний день работает, самое главное использовать только актуальный метод.
потому что тот метод, который доступен еще там был 2 года назад, по-моему, если не ошибаюсь, там видео набрало больше 300 тысяч просмотров, по-моему, к сожалению, тот метод уже разработчики прикрыли. И теперь, как я сказал, мы с вами еще вернемся к Poco F6, поскольку, как я уже уточнил, что я являюсь тестером, я думал, что смена регионов позволит мне получить новое обновление до HyperOS 2 Global, но, увы, мне приходит лишь только 1.0.12.0 размером в 59 мегабайт, и, что нового, это редкий сбой в определенных приложениях были исправлены. Вообще, в принципе, на большую часть смартфонов нет, как бы это сейчас, новой HyperOS 2 Global. Из таких, которых я припоминаю, вот, пожалуйста, перед вами это Poco F6, это получается у нас Poco F5, F5 Pro, это Xiaomi 13 Lite, это получается у нас еще Xiaomi там, 12 Lite. На Xiaomi 12T линейку тоже нет обновлений, но опять же, все зависит от индекса. Как я уже сказал, индексы вы сможете посмотреть по ссылке в описании под этим видеороликом. Их в целом очень большое количество, чтобы вы понимали. Но самые ходовые, на которые приходят обновления, это, конечно же, Global Stable или же Index.me, а также Europe Stable или же прошивка EU, как она называется, но не путайте с прошивкой Xiaomi EU, потому что это локализированная прошивка на основе китайки. В любом случае, пока что у разработчиков там всевозможные отпуска, праздники, они новых обновлений особо да и не выпускают. Но как было заявлено, что в феврале они планируют выпустить весьма хорошие такие обновления для флагманов, а потом уже для других смартфонов, где добавят много чего интересного. Но опять же, на словах это все красиво, а что на деле мы с вами только сможем узнать в феврале месяце. В комментариях напишите, какой метод вам помог и вообще в принципе, чего вы ожидаете от HyperOS 2 Global в будущем. Да и вообще в принципе в комментах напишите, пришло ли вам это обновление. Возможно, вы еще как бы не понимаете, что такое HyperOS 2 Global, что оно вообще такое, а я вам тут такое интересное про все это дело рассказываю. Потому в комментарии спускайтесь, там это все пишите, и там же мы с вами пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.